Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре японский сверхтяжелый танк, акционный Карачун 8 левел, да, вот такая вот странная машина, ну по сути тот же танк, что и ОХО в исследуемой технике, да, на 8 левеле. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, проставь лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И начнем мы, конечно же, с бронирования. Погнали. Так, господа, Collision модель АХО не Карачуна, не Карачуна. Отличия у них есть. Вот насколько я понимаю, у Карачуна вот здесь вот бронирование во лбу башни 230 стало после апа. В этих башенках вместе 200 стало 230. Вот эта планка, не помню, по-моему, осталась как есть, 215, ну, по-разному. Вот это понятно, там по 300. Здесь также укручена 210. И НЛД такой же 200. То есть у нас претерпели изменения башни, вот эти башенки. Боковое бронирование 105, 105. 200 в башне, да, это также там все осталось. Ну и что? На 8 левеле сюда нас, ну понятно, если рамбануть, там не все будут пробивать по таким углом. Нас даже обычными снарядами многие танки будут испытывать, так сказать, не будут испытывать затруднений, точнее. Понятно, там и С5, и 6, там Крайслеры сюда не будут пробивать обычным снарядом. Вот, да и голдой будет испытывать проблему, сюда тоже. Здесь то, ну вот, есть ряд танков на 8 левелах с низким бронепробитием на самом снаряде, которые будут... Остальные нас, в принципе-то, будут спокойно пробивать. Вот, от борта танкует хорошо. Рикошет, не пробитие. Щека тоже вроде более-менее такая. Ну, как такая? Ну, это мало. Карачун огромный танк, и, конечно, его будут фокусить, его будут стараться, если пробивать не обычными снарядами, так голдой. Вот такое вот здесь смешное бронирование. Да, ему не надо вот сюда стрелять, вот в таком ракурсе. Сюда, сюда не надо, сюда не надо, сюда не надо. Все остальное, в принципе-то, и даже щеки башни, да и маска, ну тут по 230, все это все равно можно пробивать. Так, с броней разобрались после апа. Карачуна немного ему добавили брони, играть стал, естественно, лучше. Вот когда было просто 200 миллиметров, здесь, конечно, его прошибали абсолютно все. Давайте смотреть орудия. Орудие у нас 8 левела, 330 альфа, 215 пробития на основном, 253 на голде у Карачуна. Вот, заряжается пушка, ну, почти 9 секунд, ДПМ почти 2200, 0.39 точность не самая лучшая, время сведения почти 3 секунды тоже не самое лучшее. По полевой модернизации второй блок у нас вездеходная ходовая, четвертый блок нужно ставить, вот сейчас улучшим, да, улучшим сведение и ставим в пятом блоке звукоизоляцию. Второй слот берем на мобильность, потому что на этой тачке нужно катать с турбиной, нужно. Без турбины, но он очень медленный. Вот, по оборудованию. Закалка, досал, турбина. Ничего другого для Карачуна не надо. По снарядам. Основной и голдовый это ББхи, и это очень прикольно. Бронебойные снаряды мне лично больше нравятся за своей нормализацией. Вот, скорость полета снаряда 916, что там, что там. То есть одинаковая скорость полета снаряда, только разное бронепробитие. Но, честно говоря, конечно, 253 для такой махины маловато. Могли бы здесь поставить хотя бы какие-нибудь, не знаю, 270. Ну да ладно, что имеем, то имеем. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот, у нас огромный экипаж. У нас 6 членов экипажа. Перки наблюдайте перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам машины. Давайте сначала посмотрим таблицу сравнения. По сути, чем отличается Карачун вот, от ОХО. В целом, да. Ну вот смотрим. Средний урон одинаковый, бронепробиваемость одинаковая, скорострельность орудия разная. Машины настроены у меня одинаково, но, скажем так, Карачун чуть-чуть пошустрее заряжается. Чуть-чуть. Да, вот 7.3, 7.46. Вот, дальше смотрим, где у нас еще разница есть. Так, есть скорость горизонтального перевода, тоже на чуть-чуть. Хорошо. Это одинаковое. Здесь время сведения на Карачуне получше. Разброс.
На Кручине получше. Чуть-чуть. И вот так во всем. Везде по чуть-чуть. Везде по чуть-чуть. Я так понимаю, ОХО тоже апнули по броне, но что-то Collision модель этого не показала. Ладно. 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 Теперь сухие цифры по УВН минус 10, и это хорошо. Это хорошо. УВН у нас действительно есть, это замечательно. 7,65 заряжается пушка. Так, по живучести у нас 1930, нормально, как для 8-го левела. Ну вот по мобильности, даже на турбине мы едем вперед всего лишь 30, 13 назад. Вообще, ну менее 11 лошадей на тонну удельная мощность говорит о том, что он даже свою максималку в 30 будет набирать очень медленно. Просто невероятно медленный танк. По обзору у нас 398 метров, ну чуть меньше. Чуть меньше, чем стандарт. Ну по сути так же. Ладно. В целом, мы медленные, мы высокие, огромный силуэт с борта и спереди, в нас легко попадать. Вот. Броня тоже все равно такая достаточно, она вроде и крепкая, как бы, ближе к 200. Ну что такое 230? С нас вообще голдой будут постоянно пробивать. А увидя нас, многие переключаются на голду. И спокойно вас раздамаживают во все детали корпуса. По пушке, в принципе, норм. Ну, пушка тяжелого танка. Что, нормальная скорость полета снаряда. Слабоватенькое пробитие, как мне кажется, для такой пухи на голде особенно. Ну, как-то вот так. Поехали в бой, посмотрим, на что, собственно, Карачун способен. Вперед. Так, господа, обзор боем у нас. Карачун, он же ОХО. 8-й левел, акционная машина. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Ой, там какие есть крепкие кручуны тоже. Ребят, заряжай голду, ну его нафиг. На кручине играть без голды такое себе. Вот с голдой приятно. Еще можно хоть что-то делать в этом бою. Да, поедем сейчас в тоннель перестреливаться, пытаться. Такое себе. Стоялого.
Воюем, воюем. Получил фашист гранату. Сейчас вас там отфигачат. Уничтожим. Да, да, да. Все. Ух ты! Ух ты, через какое расстояние нам дали. Ну вы зерки. Он там на балкончике тусит, да? Куда ты уехал? Ну мы уже по нему не постреляем. Надо это понимать. А я его не пробиваю. Вот он меня пробивает. Ну такой по нищему бой. Да. Они все там за укрытием. У меня подвижности не хватит до них доехать. Да. Жалко, жалко, не попал ни разу я. 103-го. Ну, вот такой вот бой интересный. Отличительные особенности. Медленная машина. Если идет раш вашей команды, то есть ваша команда выигрывает, давит, есть большой шанс на этой тачке ничего не настрелять. Вы можете себя хорошо чувствовать по броне против 8-х левелов и против 9-х, 10-х вы себя не чувствуете броней совсем. Вы большая, медленная, для топовых левелов 9-х, 10-х, медленная цель замануху вас увидеть и расфармить. Вот это итог по этой машине. 2600 мы дали, с учетом блайндов и всего. 406 насветили, наверное. Того 3К суммы. Как для 8-го левела, можно сказать, более-менее нормально. Да, 3000 суммы для 8-х левелов, но где-то Карачун бывает бои супер как заходит, где-то прям говно-говно. Вот, этот бой не исключение, не знаю. Здесь можно было больше настрелять, но вот не шло. В 103-го ни разу не попали. Хотя целились, точность пушки не позволила, да. Хотя вроде бы на Карачуне неплохая точность и снаряды всегда летят цель. Как-то вот либо сейчас у меня патент кислого работал, откручивало по максималке, либо не знаю. Ладно, в целом, у кого есть Карачун, охо, пишите свои комментарии, как вам эта машина, какое вы используете оборудование, может что-то без турбины ездит, или без закалки. Вот, по пятибалльной системе 4 с минусом за габариты в первую очередь я ставлю, за подвижность, вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, я говорю, до скорых встреч, пока.
Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.